Друзья, всем привет! Сегодня буду готовить хачапури по-аджарски. Это название происходит от слов творог и хлеб и напоминает по форме глаз или лодочку. Первым делом развожу быстродействующие дрожжи в 100 мл теплого молока. Я беру из общего количества. Дрожжи хорошо перемешиваю с молоком и накрываю пленкой. Убираю в теплое место на 10-20 минут. Дрожжи должны подняться и на поверхности появятся пузырьки. В чашу миксера наливаю воду, молоко, растительное масло, сахар, соль и активированные дрожжи. Одеваю насадку крюк. Затем одеваю защитную насадку для того, чтобы не создавать облако из муки. Включаю миксер на вторую скорость из 8 и потихоньку начинаю добавлять муку ложкой за ложкой. Если у вас нет планетарного миксера, конечно, тесто можно замешивать обычным способом – руками. Замешиваю тесто примерно 2-3 минуты. Этого достаточно. Оно должно быть мягким и липнущим к рукам. После расстойки разовьется клейковина и тесто станет очень эластичным. Если вымешивать руками, не ленитесь и потратьте минут 10 на то, чтобы хорошо вымесить тесто. Муки много подсыпать не нужно. Тесто должно оставаться мягким. После того, как тесто готово, нужно накрыть его влажным полотенцем, смоченным в горячей воде, и оставить примерно на 1 час. Тесто должно увеличиться минимум в 2 раза. Пока тесто подходит, начну готовить начинку. Сыр сулугуни натираю на крупной терке. Он достаточно сложно натирается. Если есть возможность натереть на электрической терке, то это здорово. Сократите время готовки на 10 минут. Затем жирный творог смешиваю со сливками и хорошо перемешиваю. Если творог крупнозернистый, нужно его растереть. На этом этапе добавляю немного соли. Смешиваю сулугуни с получившейся творожной массой. Хачапури по-аджарски напоминает глаз либо лодочку. Для того, чтобы добиться такой формы, покажу вам один из вариантов, как можно этого достичь. Плюсом такого способа является наличие начинки практически по всему пласту теста и, конечно же, красивый внешний вид. Тесто очень хорошо подошло, моя чаша объемом 5 литров. Лопаткой тесто обминаю к середине. Тесто упадет, но этого пугаться не нужно, оно потом быстро поднимется. Для начала тесто обминаю 3-4 раза, для того, чтобы выгнать лишний углекислый газ. Затем тесто делю на 2 части. Одну часть убираю в холодильник, чтобы оно не перебродило, ну и в холодильнике тесто увеличится вдвое. Затем одну часть снова делю на 2 и потом еще на 2. Таким образом получится 8 хачапури. Беру один шарик теста и раскатываю в лепешку до 1 см толщиной. В середину щедро укладываю начинку и разравниваю по всему участку теста. Затем защипляю края, формируя как бы пирожок, но стараюсь вытянуть концы. Подготовила пекарскую бумагу и будущий хачапури переворачиваю швом к низу. Немного придавливаю руками и с помощью острого ножа делаю надрез, не доходя до краев и не прорезая нижний слой теста. Затем подворачиваю края, как бы показывая начинку. Если тесто прилипает к пальцам, немного используйте муки. Здесь я допустила ошибку, нужно бумагу смазать маслом, если она у вас без силикона.
я забыла этого сделать. Но следующие хачапури я пекла уже на тефлоновом коврике, там можно не смазывать. Накрываю чистым полотенцем и убираю хачапури на 20 минут подойти. В желток добавляю немного воды и хорошо перемешиваю. Мои хачапури подошли, и я еще немного добавляю сыра. На этом этапе формирую шов и заостряю кончики. Хачапури со всех сторон смазываю желтком. И, наконец, отправляю хачапури в разогретую духовку до 200 градусов. Готовность можно определить красивым золотистым цветом примерно 25 минут. Хачапури почти готовы. Сразу после духовки в середину кладу кусочек сливочного масла и в центр укладываю желток. По желанию можно отправить хачапури в духовку еще на пару минут. Хачапури по-аджарски едят руками, отломав кусочек от лодочки, и с его помощью объединяют желток с сырной начинкой, пропитывают и едят, получая наслаждение от вкуса. Когда верхушка хачапури съедена, нижнюю часть лепешки с оставшейся начинкой сворачивают в трубочку и в таком виде едят. Приятного вам аппетита!